Был воскресный, теплый вечер. Девушка по имени Меган вернулась со своей работы, где она работала официанткой в городском кафе. Она очень устала и хотела поскорее вернуться домой. И вот она уже была в своем уютном доме, когда внезапно услышала стук в дверь. Она подошла к ней, открыла и увидела там девочку лет 12 с большим животом. Смущенная и испуганная, Меган пригласила ее в дом и спросила, что случилось. Девочка, дрожащая от страха, рассказала Меган свою ужасную историю. Оказалось, что она жила с отчимом после смерти своей матери, и в последнее время он начал приставать к ней. Девочка долго терпела издевательства своего отчима, он постоянно закрывал ее в комнате и совершал с ней плохие действия. В школу школьница не ходила, так как отчим предупредил учительницу в школе, что ребенок серьезно болеет и проходит курс лечения. Она постоянно пыталась бежать, но всегда безрезультатно, отчим ловил ее и снова запирал ее в комнате. Кроме погибшей мамы у нее не было родственников, и после ее смерти отчим удочерил ее. Поэтому никто не мог проверить, как она живет и что с ней. Девочка терпела издевательства на протяжении 7 месяцев, и вот однажды, когда ее отчим уснул в алкогольном опьянении, она открыла дверь комнаты, на цыпочках прошла до входной двери и побежала искать помощи. Так через 20 минут она наткнулась на дом Меган и решила попросить у нее помощи. Меган, слушая разговор ребенка, поняла, что ситуация очень серьезная, и сразу же позвонила в полицию. Когда правоохранители прибыли, они взяли показания у потерпевшей и направились к дому отчима. Они с девочкой жили на окраине города, в ветхом домике, который принадлежал покойной маме малышки. Полиция задержала мужчину, и в ходе расследования стало ясно, что он действительно злоупотреблял своим положением по отношению к девочке. Шли долгие разбирательства, и, наконец, после нескольких судов его признали виновным по 5 статьям. Его посадили на пожизненное заключение, без права на досрочное освобождение. Спустя месяц девочка родила здорового мальчика. Меган была поражена силой и мужеством этого ребенка, прошедшей через столько страшного. Она решила, что не может оставить их одних, и предложила удочерить малыша и его маму. Так начался сбор документов на удочерение. Проблем было много, но Меган справилась, она поддерживала ребенка на всем пути. Так Меган стала не только героиней для девочки, но и новой мамой для маленькой семьи. Она окружила их любовью, заботой и защитой, помогая забыть о прошлом и строить новое будущее. Девочка, теперь уже мама, благодарила Меган каждый день за спасение и веру в них. И хотя прошло много времени с того дня, когда девочка постучалась в дверь Меган, они остались семьей, связанной не только кровью, но и бесконечной любовью и поддержкой. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.